С 2020 года, когда мир увидел релиз нашумевшего и противоречивого киберпанка, стало невозможно игнорировать один очевидный факт. Игры все чаще и чаще выходят в свет в забагованном и технически нестабильном состоянии. Причем речь идет не только о производительности, а о реальных ощутимых багах, мешающих игровому процессу. И да, киберпанк я здесь буду упоминать довольно-таки часто, так как по моему скромному мнению, именно он заложил тренд у компаний-разработчиков и издателей по выпуску откровенно сырых и незаконченных проектов. Здорово, народ! Меня зовут Лев. Для меня QA-инженера по профессии эта тема особенно острая и, пожалуй, даже личная. Да, сразу уточню, я не занимаюсь тестированием именно в геймдеве, хотя и проходил собеседование в игровые компании, и вполне успешно. Но суть в другом. Принципы тестирования универсальны. Они применимы в любой области разработки, ровно так же, как и фундаментальные принципы объектно-ориентированного программирования, которыми пользуются разработчики, такие как инкапсуляция, полиморфизм и наследование, которые одинаково работают вне зависимости от того, разрабатываешь ты игру, банковское приложение или сервис доставки еды. Это что-то наподобие законов природы, которые неизменны и работают всегда и везде. И не важно, что вы проверяете – мобильное приложение, сайт или игру. Основные подходы к поиску и предотвращению ошибок всегда остаются теми же. Конечно, для каждого типа продукта используются свои инструменты и технологии, но сама суть работы тестировщика от этого не меняется. Поэтому, если вы видите, что любимая вами игра вышла с кучей багов, то чаще всего дело не в том, что тестировщики плохо справились, а в том, что продукт было просто-напросто решено выпускать в таком состоянии. В этом ролике я постараюсь вам очень коротенечко, чтобы без духоты, рассказать про эту самую базу в виде принципов того, как это должно работать. А уже на основании этого мы попробуем разобраться, почему баги в играх это почти никогда не просто не протестировали, а следствие гораздо более глубоких проблем, которые часто лежат в самой структуре разработки и в том, как именно управляют проектом. Когда выходит забагованный продукт, а особенно такой, как уже мною ранее упомянутый Киберпанк, или, например, Stalker 2, или Star Wars Outlaw со Starfield, то в интернете достаточно часто и сразу проскакивают обвинения в адрес QA-команды, что якобы тестировщики не справились, наняли не тех, и никто ничего на самом деле не проверял. И, возможно, такие обвинения уместны и имеют место быть в каких-то маленьких командах, где ресурсы ограничены. Однако в случае с AAA-тайтлами подобное предположение попросту нелогично. Подумайте сами, как вообще можно поверить в то, что масштабная игра, рассчитанная на десятки, а то и сотни часов, выходит с кучей критических багов, и при этом якобы никто об этом не знал. Как по мне, это очень маловероятный сценарий. Куда правдоподобнее другое, что про проблемы знали, но просто закрыли на них глаза из-за дедлайнов, давления сверху или банального «и так сойдет». Но давайте самую малость зайдем издалека и разберемся все-таки в терминологии. Я постараюсь вас не душить большим объемом терминов и информации, однако постараюсь выдать, так сказать, той самой базы, о которой я говорил ранее, с которой вам точно станет легче воспринимать всю мною говоримую информацию. Ну и да, почему я постоянно использую термин QA, а не говорю, например, тестер или тестировщик? Да, конечно, можно, наверное, сказать, что эти термины в целом взаимозаменяемые, но между ними все-таки есть существенная разница в масштабе ответственности, целях и этапах работы. QA расшифровывается как Quality Assurance, и если переводить с нерусского, это значит обеспечение качества. И если когда-то, лет 20 назад, в обязанности человека, который проверяет продукт, будь то игра или какой-нибудь другой софт, входило только клацанье по кнопочкам, то сейчас времена меняются. Сейчас работа тестировщика уже не ограничивается простым кликаньем по интерфейсу. Все чаще они пишут автотесты, чтобы проверки проходили сами по себе при каждом обновлении продукта. Они разбираются в логах, чтобы быстрее находить причины ошибок. Используют инструменты на основе искусственного интеллекта, чтобы найти какие-то нестандартные вещи. Они участвуют в процессе разработки на всех ее этапах. От того момента, как на бумаге только появилась новая фича, до финальной сборки, которая уходит пользователю.
В хорошей команде QA — это полноценный инженер, способный дать техническую и аналитическую обратную связь и код, если надо написать. Сам процесс тестирования или обеспечения качества также расширялся по мере того, как росли программные продукты. И если посмотреть на примерную схему того, что в себя включает сейчас обеспечение качества, вы увидите следующее. Тестирование бывает разных видов и типов, и их достаточно много. Виды описывают, какие именно аспекты ПО проверяются, а типы тестирования, в свою очередь, более конкретно указывают на методы, используемые для проверки. И пока надеюсь, что все просто. Практически каждый этап разработки может, и желательно в принципе должен быть протестирован, включая даже такие аспекты, как проверка документации. Собственно, из всего вышесказанного, и можно сказать, что тестирование — это лишь часть обеспечения качества, но не весь процесс целиком. Однако, для простоты моего последующего рассказа я буду использовать оба этих термина тестировщик и QA в контексте одного и того же, чтобы у душнил в комментариях отпали какие-либо вопросы по этому поводу. Самое, наверное, частое и главное заблуждение о тестировщиках заключается в том, что их главная задача — искать баги, в результате чего и вытекает другое заблуждение, о котором я говорил в начале, что если в проекте много багов, то это явная недоработка со стороны QA-инженера. Однако это не так. Главная цель тестирования — это не просто найти ошибки, а убедиться в том, что продукт соответствует предъявляемым к нему требованиям. То есть его работа не просто найти то, что сломалось, а посмотреть, все ли сделано так, как мы хотели, чтобы оно было сделано. И баг в данном случае — это всего лишь отклонение от ожидаемого результата. И возможно, для человека, который, если можно так сказать, не в теме, все вот это вот звучит нелогично. Но давайте рассмотрим вот какую ситуацию. Сами баги бывают абсолютно разными, от опечаток до критических ошибок, которые ломают всю механику игры, например. И если бы QA-инженера оценивали только потому, например, сколько багов он нашел, то логично было бы концентрироваться на поверхностных и легко обнаружаемых проблемах. Но ценность тестировщика заключается совершенно в другом. В системном анализе соответствия продукта требованиям и в информировании команды о текущем состоянии этого самого продукта. Ранее я упоминал мифические и магические принципы тестирования. Их всего лишь навсего 7, но чтобы не нагружать вас терминологией, я расскажу про 3 основных, на мой взгляд, которые должны точно так же внести ясность в происходящее. И если вам вот это вот все не очень интересно, то вот вам тайм-код, переходите на него, и там я уже буду на примере разбирать то, о чем говорю сейчас. Первый и самый главный, как по мне, принцип гласит то, что исчерпывающее тестирование попросту невозможно. Какими бы усилиями ни располагала команда QA, невозможно протестировать абсолютно все возможные сценарии использования продукта. Особенно это касается видеоигр, где на результат может влиять практически любая деталь. От железа и драйверов до разрешения экрана и подключенной периферии. Поэтому квалифицированный тестировщик старается минимальными средствами покрыть максимальное количество сценариев. Второй немаловажный принцип, который вытекает из первого, звучит как, что тестирование демонстрирует наличие дефектов, но не их отсутствие. Это фундаментальный момент, потому что если тесты ничего не нашли, это не значит, что ошибок в принципе нет. Это значит лишь то, что в рамках выбранных сценариев и рассмотренных условий продукт повел себя так, как это и ожидалось. Но это не исключает существование багов в принципе. Таким образом, задача тестировщиков — это не доказать отсутствие ошибок в принципе, а показать текущее состояние продукта, о чем я и говорил ранее. И третий пункт, который точно так же эволюционирует из первого и второго, гласит о том, что существует иллюзия безошибочности. Даже если кажется, что багов нет, они все равно могут существовать и, скорее всего, существуют.
Просто они еще не были обнаружены или не влияют напрямую на массовый пользовательский опыт. Нужно понимать, что продукт вообще без багов — это утопия, и главное тут, чтобы оставшиеся ошибки не мешали пользовательскому опыту. И именно на это нацелена работа QA-инженеров. И из всего этого выходит, что идеальных игр с технической точки зрения не бывает. А вот идеальное место, где ты можешь запросто пополнить баланс Steam, существует, и называется оно FunPay. FunPay — это игровая площадка, где ты можешь моментально пополнить баланс в Steam быстро, удобно и выгодно. Более сотни продавцов готовы предложить тебе нужное за считанные секунды, без ожидания и танцев с бубном. Преимущество FunPay в том, что здесь продают такие же геймеры, как ты или я. С ними можно напрямую пообщаться до покупки, уточнить детали и задать любые вопросы. Ты сразу увидишь, сколько лет продавец на сайте, его рейтинг, количество отзывов и оценки от других покупателей. Продавцам выгодно, чтобы ты купил именно у них, поэтому цены здесь ниже, чем где-либо еще, и ты легко найдешь то предложение, которое подойдет именно тебе. И главное, продавец получит деньги только после того, как ты подтвердишь, что товар у тебя на аккаунте. Все честно и безопасно, так что переходи по моей ссылке в описании и пополняй баланс выгодно. Ну а теперь вернемся к теме ролика. QA-инженер не чинит баги и не принимает финальные решения. Он информирует и обеспечивает прозрачность состояния продукта. И если команда профессиональна и взаимодействует слаженно, она использует данные от QA как карту, что исправить, что отложить и какие есть критические риски. Поэтому, если вы видите в игре баг, это не означает, что его не нашли. Возможно, его зафиксировали, но продукт решили выпустить в таком виде сознательно. Такие решения чаще всего принимаются не тестировщиками, а менеджментом. Почему? Ну, из-за дедлайна, финансового давления, обещаний перед инвесторами и расчета на предзаказы. И вот на основании всего того, что нам известно, мы можем перейти к разбору нашего подопытного. И сегодня им выступит Cyberpunk 2077. Wake up, mommy. I just pissed the bed. Почему, спросите вы? Ну, как я уже говорил, эта игра задала, как по мне, тренд на такого рода релизы. Техническое состояние игры на некоторых платформах на старте было не просто неудовлетворительным, а катастрофическим. Что уж говорить, если в результате этого произошел прецедент, которого до этого в целом не было никогда. Sony остановила продажу игры в своем магазине до тех пор, пока продукт не был исправлен. Это, собственно, стало хрестоматийным примером того, как делать не надо. И поверить в то, что QA-команда не обнаружила эти проблемы, как по мне, ну просто невозможно. Более вероятно, что команда тестирования сообщала об этом руководству, но их не услышали или не захотели слушать. И тому на самом деле есть подтверждение. В сети есть множество расследований и данных того, как все было устроено на самом деле, которые мы сейчас, собственно, и рассмотрим. И начнем мы, пожалуй, с новости, которая лично меня заставила посмеяться в голос, ведь ее заголовок гласил, что в CD Projekt Red могли не знать о багах в Киберпанке, потому что компания, тестировавшая игру, врала в отчетах. И знаете, почему это выглядит как пиздеж чистой воды? Во-первых, существует такая вещь, как приемочное тестирование. И если говорить по-простому, то это такой этап тестирования, который проводится для проверки соответствия продукта требованиям заказчика и его готовности к выпуску. Ну и тут тогда возникает вопрос. Либо в CD Projekt Red работали на тот момент какие-то некомпетентные дурачки, которые решили, что не надо делать прием и что и так сойдет, либо они провели приемку и ничего не заметили. И в таком случае, что при любом из двух этих раскладов они выглядят как конченые идиоты. Но тут появляется пункт во-вторых, про который я и говорил ранее, а именно как вообще можно поверить в то, что масштабная игра, рассчитанная на десятки, а то и сотни часов, выходит с кучей критических багов, и при этом никто об этом ничего не знал.
как по мне, это очень маловероятный сценарий. Согласно заявлениям блогера с YouTube-канала Upper Echelon Gamers в 2022 году, к которому обратился анонимный сотрудник Quantic Lab, а именно они аутсорсили тестирование Киберпанка, к ним в руки попала внутренняя документация в виде 72-страничного документа с отчетами о тестировании, бумаги отдела кадров, график рабочих процессов и подробные таблицы с оценкой продуктивности сотрудников. Со слов источника, Quantic Lab, прежде помогавшая CD Projekt Red с тестированием третьего Ведьмака, утверждала, что новой игрой займется та же команда профессиональных тестировщиков. Но на самом деле почти все опытные сотрудники, прежде работавшие в компании, на тот момент ее уже покинули. Quantic Lab передала тестировать Киберпанк молодым тестировщикам с годовым, а то и полугодовым опытом в профессии. Даже руководитель команды, подрядившийся тестировать одну из самых ожидаемых игр в мире, работал едва ли год. Другой проблемой якобы было обязательное выполнение корпоративных квот. Quantic Lab требовала от каждого сотрудника отчитываться не менее чем о 10 багах в день. Но мы-то с вами уже знаем, что эта задумка в целом очень хуевая, если она была правдой. В теории это должно было поднять продуктивность команды и помочь отыскать все проблемы, что только возможно. Но на самом деле, как говорилось в отчетах, это привело лишь к тому, что тестировщики ежедневно заваливали CD Projekt Red сотнями отчетов обо всех некритичных багах, вплоть до едва заметных гличей или визуальных оплошностей. Из-за такого напора разработчикам якобы было сложно отыскать среди огромного количества сообщений по-настоящему важные. Однако, как по мне, нужно в глаза долбиться, чтобы не увидеть действительно критические проблемы в релизной версии для PlayStation 4. И знаете, уже на этом моменте складывается ощущение, что в CD Projekt не могли не знать о том, что происходит с продуктом, и о чем, собственно, и говорит следующая новость. Буквально на следующий день популярный YouTube-блогер Legacy Killer HD, ранее освещавший Киберпанк, спросил об этом нескольких разработчиков из CD Projekt Red, и те анонимно ответили, что прекрасно знали о всех багах в игре. Да, Quantic Lab действительно помогала в тестировании, однако CD Projekt Red сама тестировала все основные аспекты и технологии. Параллельно с этим на обвинения ответили и сами Quantic Lab, заявив о том, что они работали со всеми честно и прозрачно. Но если все тестировали все как надо и все про все знали, что стало причиной такого громкого фиаско? И тут, как всегда, на помощь приходит Джейсон Шрайер и его расследование. Одной из главных проблем в разработке Киберпанка сотрудники компании назвали неконтролируемые амбиции студии, излишнее внимание к маркетингу и сроки, в которые было невозможно уложиться. Разработчики спрашивали менеджмент, как студия сможет выпустить столь технически сложный проект за те же сроки, что и Ведьмака. Но в ответ на это лишь услышали, что разберемся по ходу дела. В руководстве верили, что справятся, ведь они создатели самого Ведьмака. Когда CD Projekt Red анонсировали 16 апреля 2020 года как дату релиза игры, часть разработчиков посчитала, что это какая-то шутка, поскольку они ожидали, что Киберпанк будет готова лишь к 2022 году. Что в целом недалеко от правды, учитывая, сколько времени после этого еще игра фиксилась. В студии начали делать мемы про перенос и делали ставки, когда он произойдет. Также разработчики знали, что даже в декабре Киберпанк была просто не готова к релизу. А до этого, когда компания анонсировала, что игра ушла на золото, в студии все еще находили критические баги. И тут, как вы можете наблюдать, складывается вполне очевидная картина. Проекту просто-напросто не хватило времени не то что на полировку, а на разработку в принципе. И вместо того, чтобы дать им еще год-полтора, разработчики пошли по пути вырезания контента, упрощения систем или в худшем случае просто-напросто забили. Просто чтобы успеть поиметь денег и со старого поколения консолей, и нового поколения, и с ПК. И тут важно понимать, это не вина QA-инженеров. Вполне вероятно, что тестировщики отлично справились со своей задачей и своевременно передали информацию о критических ошибках. Но решения принимали совершенно другие люди,
исходя из коммерческих приоритетов. Потому что сегодня игровая индустрия — это в первую очередь про деньги, а не про идеальные релизы. И вот в этих ужасных условиях, когда качество продукта больше не является приоритетом, пользователи — это чуть ли не единственный оставшийся сдерживающий фактор. И что мы, игроки, тогда в таком случае можем сделать? Прежде всего, не оформлять предзаказы. Как говорил Картман из Южного парка, Сирка, предзаказ — это дерьмо собачье. Если ты предзаказываешь игру, ты обязуешься заплатить за то, над чем эти дебилы в Калифорнии еще лет 5 работать будут. И что ты получаешь? Член в зубы, вот что. не покупайте ранние доступы и издания с бонусами. Эти механики только поощряют практику выпуска сырого продукта. Дождитесь релиза и отзывов. Идеально же, конечно, было бы дождаться не только рецензий, но и анализа технического состояния от независимых источников по типу Digital Foundry. И самое главное, не доверяйте инфлюенсерам до релиза. Даже если они искренне, они могут не знать обо всех проблемах проекта, а иногда просто участвуют в маркетинговой кампании продукта. Современные багованные релизы игр — это не результат плохой работы тестировщиков, а следствие управленческих решений, давления, сроков и коммерческих интересов, которые ставятся выше качества. QA-инженеры в большинстве случаев добросовестно выполняют свою работу, но не обладают полномочиями, чтобы остановить или отложить релиз продукта. Основная причина появления багов в играх не в том, что их не нашли, а в том, что их попросту проигнорировали. Это не про провал тестирования, а про провал индустриальной этики, где успех игры оценивается не по стабильности или отзывам игроков, а по первым миллионам продаж. QA-инженеры не враги, а одни из последних профессионалов, стоящих между пользователем и хаосом недоделанных релизов. Но без изменений в управлении, уважения к качеству и зрелой позиции аудитории ситуация будет только ухудшаться. Ну а что вы думаете по этому поводу? Делитесь своим мнением в комментариях. Ну а я же желаю вам играть только в качественные игры и чтобы баги обходили вас стороной. Ну, а у меня на этом все. До скорых встреч и пока-пока.